Эти аварии кораблей были сняты на камеру. На воде, как и на суше, важно соблюдать правила движения. Иногда ошибки могут привести к непоправимым последствиям. Сегодня я покажу вам крупнейшие столкновения кораблей, которые попали на камеру. Приятного просмотра! Столкновение военного и гражданского судна. Столкновение американского эсминца ВМС США USS John S. McCain с либерийским танкером Alnic MC у побережья Сингапура и Малайзии действительно стало следствием серии ошибок и недочетов в работе экипажа. Инцидент, произошедший 21 августа 2017 года, привлек широкое внимание и вызвал серьезные последствия. Танкер Alnic MC, перевозивший химические и топливные продукты, врезался в американский военный корабль, нанеся ему значительные повреждения. Затопленными оказались жилые помещения экипажа. Пострадали машинные отделения и система связи. Сообщалось, что американский корабль потерял управление прямо перед столкновением. Вопрос о том, почему экипаж не использовал резервную систему рулевого управления, остался без ответа. Представители ВМС США официально заявили, что причинами аварии стали усталость экипажа, проблемы с коммуникацией и высокая плотность судоходства в данном регионе. Другое столкновение, на этот раз эсминца ВМС США USS Fitzgerald с контейнеровозом ACX Crystal, произошло 17 июня 2017 года и стало одной из самых обсуждаемых морских аварий последних лет. Оба судна были оснащены современными навигационными системами, предназначенными для предотвращения подобных происшествий. Однако трагедия все равно произошла. Катастрофа разыгралась в одном из самых оживленных морских районов мира, неподалеку от Токио. Суда находились примерно в 3 милях друг от друга, что обычно считается безопасной дистанцией. Тем не менее, в течение нескольких минут произошла авария, приведшая к гибели 7 американских моряков и значительным повреждениям эсминца. Расследование выявило, что ошибка экипажа сыграла решающую роль в инциденте. 2 старших офицеров и моряка высокого звания отстранили от службы и обвинили в халатности. В итоге владельцы филиппинского торгового судна согласились выплатить ВМС США компенсацию в размере $27 миллионов. Лобовое столкновение в Уэллинском канале. В Уэллинском канале произошел редкий случай лобового столкновения судов. Обычно здесь корабли проходят борт о борт, но на этот раз 2 сухогруза, каждый весом 20 миллионов фунтов, не смогли избежать удара и с грохотом врезались друг в друга. Впоследствии транспортная комиссия установила, что авария произошла из-за неправильного выбора скорости и недостаточной координации между капитанами. Капитаны таких крупных судов хорошо знакомы с драматичными ситуациями. Неудачная встреча сухогруза с рыболовецким судном. 29 февраля 2020 года в порту Аделаиды, Южная Австралия, произошло столкновение 2 судов. Примерно в 4 часа 38 минут по местному времени. В условиях темноты и хорошей видимости рыболовецкое судно «Сент-Гроупер», заходящее в порт, столкнулось с сухогрузом «Акалейд-2», выходящим из порта. Инцидент произошел недалеко от входа в портовый канал, вскоре после того, как «Акалейд-2» покинул его пределы. Столкновение привело к серьезным повреждениям корпуса «Сент-Гроупер» и незначительным повреждениям «Акалейд-2». Пострадавших среди членов экипажей обоих судов не было. Австралийское бюро транспортной безопасности пришло к выводу, что ни одно из судов не использовало все доступные средства наблюдения перед столкновением. Следовательно, ни одно из судов не осознавало угрозы столкновения со стороны другого судна до самого последнего момента, когда предотвратить аварию было уже невозможно. Экипаж «Акалейд-2» не полностью оценил обстановку на воде и возможность столкновения за пределами портового канала до выхода из него. Капитан Сент-Гроупер впервые заметил «Акалейд-2», когда тот еще находился в канале, поэтому он не знал, что сухогруз уже покинул канал и что их маршруты пересекаются. После инцидента на Сент-Гроупер был установлен транспондер автоматической идентификационной системы. Управляющая компания Inco Ships, владеющая «Акалейд-2», провела навигационный аудит судна и предложила ряд улучшений в управлении ресурсами на мостике. Происшествие в Суэцком канале. Навигационные ошибки привели к столкновению 2 больших контейнеровозов в Суэцком канале.
Суда под немецким и сингапурским флагами, каждая длиной около 984 футов, не смогли безопасно пройти через узкий водный путь. Несмотря на то, что столкновение происходило медленно, никто не пострадал, однако был нанесен значительный материальный ущерб. На корпусах судов образовались вмятины, а 4 контейнера упали в воду. Столкновение военных кораблей в Персидском заливе. 2 британских военных корабля Королевского военно-морского флота столкнулись в порту Бахрейна в Персидском заливе. В результате сильного удара корабль противоминной обороны получил значительные повреждения. Его корпус, сделанный из армированного стеклопластика, был серьезно поврежден и получил большую пробоину. Столкновение судов в Балтийском море. Российский малый противолодочный корабль «Казанец» столкнулся с иностранным рефрижераторным судном в Балтийском море в условиях ограниченной видимости. Корабль получил пробоину в корпусе выше ватерлинии. Рано утром 23 сентября 2020 года, проходя через Балтийскую проливную зону в условиях плохой видимости, малый противолодочный корабль Балтийского флота «Казанец» столкнулся с рефрижераторным судном «Ice Rose». В результате происшествия никто из экипажа российского корабля не пострадал. На корпусе «Казанца» была зафиксирована пробоина выше ватерлинии, подчеркнули представители Балтийского флота. По данным системы Equasis, судно Ice Rose управляется швейцарской компанией Maestro Shipping SA и плавает под флагом Маршалловых островов. Столкновение 2 круизных лайнеров у берегов Мексики. 20 декабря 2019 года в порту мексиканского острова Косумель столкнулись 2 круизных лайнера во время маневрирования для швартовки. Инцидент произошел, когда лайнер «Глори», принадлежащий компании Carnival, столкнулся носовой частью с другим лайнером той же компании. На момент столкновения на одном из лайнеров находилось более 15 тысяч человек, в то время как на втором судне было свыше 4,5 тысяч пассажиров и членов экипажа. В результате столкновения 1 человек получил легкие травмы во время эвакуации из обеденного зала. Эксперты оценили ущерб, нанесенный обоим лайнерам, но никаких проблем, угрожающих их плавучести, выявлено не было. Согласно информации компании, лайнер «Глори» может принять на борт до 2980 пассажиров и 1150 членов экипажа, в то время как второй лайнер рассчитан на около 3000 человек. Происшествие у берегов Японии. 26 мая 2019 года в водах Тихого океана, недалеко от восточного побережья Японии, столкнулись 2 японских грузовых судна, в результате чего одно из них затонуло. Инцидент произошел около 2 часов ночи по местному времени, примерно в 7,5 милях от города Инубасаки, в префектуре Тиба. На борту затонувшего судна находились 5 членов экипажа, одному из которых удалось спастись. Еще 2 моряков были найдены мертвыми внутри корпуса судна. 2 членов экипажа были признаны пропавшими без вести. Позже водолазы обнаружили тело еще 1 моряка. Представители береговой охраны сообщили, что в момент столкновения в этом районе был густой ночной туман. Не поделили Атлантический океан. В феврале 2010 года в глубинах Атлантического океана произошло столкновение 2 стратегических атомных подводных лодок, оснащенных баллистическими ракетами с ядерными боеголовками. Это были субмарины стран НАТО, британская «Вангард» и французская «Триомфант». На каждой из лодок в момент аварии находилось по 250 членов экипажа и по 16 межконтинентальных баллистических ракет. Обе подводные лодки получили серьезные повреждения. Британцы вынуждены были буксировать свою лодку в один из шотландских портов, тогда как французские моряки смогли самостоятельно вернуться в Брест. Единственное возможное объяснение этой аварии состоит в том, что при погружении под воду подводные лодки утрачивают значительную часть своей способности ориентироваться в пространстве и полагаются преимущественно на звуковую информацию. Тем не менее, несмотря на свой вес в миллионы фунтов и внушительные размеры, такие субмарины способны развивать скорость до 30 узлов и более, что соответствует 37-46 милям в час. За окружающей обстановкой наблюдают члены экипажа, акустики, которые непрерывно отслеживают ситуацию снаружи, используя наушники и экраны. Донья Пас сгорел на воде. В 1987 году филиппинский паром «Донья Пас»
столкнулся на полном ходу с танкером «Вектор», перевозившим бензин и другие нефтепродукты. Катастрофа произошла поздно вечером, когда большинство пассажиров уже спали. Расследование показало, что причиной трагедии стала халатность команд обоих судов. Было установлено, что на судах отсутствовала необходимая навигационная аппаратура. Официальные данные говорили о наличии на борту парома 1553 человек, 1493 пассажира и 60 членов экипажа. Однако реальное число было значительно выше. Через годы специальная комиссия, расследовавшая катастрофу, сообщила, что на борту парома находился 4341 пассажир. Выжить удалось лишь 24 людям. Компенсации семьям погибших были выплачены в 2018 году. Крупное столкновение подводных лодок. Крупная авария с участием подводных лодок произошла в 1969 году, когда американская атомная подлодка «Гато» столкнулась с советской К-19, выполнявшей учебные задачи на Северном полигоне. До столкновения советские подводники даже не подозревали о присутствии американской субмарины поблизости. Экипаж подлодки СССР находился на завтраке, когда ощутил сильный удар по корпусу подлодки, двигавшейся со скоростью 6 узлов. В результате субмарина начала стремительно погружаться на глубину. Спасти судно удалось только благодаря быстрым и решительным действиям капитана Лебедько, который отдал приказ запустить турбины и идти полным ходом. Впоследствии на базе были выявлены значительные вмятины на корпусе подлодки. И лишь спустя много лет стало известно, кто стал виновником этих повреждений. Монблан взорвался в порту. 25 ноября 1917 года в Нью-Йорке на французское судно «Монт-Бланк» было погружено около 5,5 миллионов фунтов взрывчатых веществ, предназначенных для отправки в Бордо. Канадский город Галифакс был промежуточным пунктом на маршруте. При входе в гавань загруженное судно столкнулось с норвежским пароходом «Имо». На «Монт-Бланк» немедленно начался пожар. Экипаж успел быстро покинуть корабль. Горящий корабль привлек внимание жителей Галифакса, которые начали собираться на набережной. Загруженное взрывчаткой судно взорвалось, уничтожив около 2000 человек. Еще примерно такое же количество людей считаются пропавшими без вести. Тысячи местных жителей получили тяжелые ранения, вся северная часть Галифакса была разрушена. Неудачные военные учения. В начале 1990-х годов в территориальных водах России близ острова Кильдин в Баренцевом море проводились учения Северного флота, за которыми пристально наблюдала американская атомная подводная лодка «Батон-Руж». Основной интерес американцев привлекала российская подлодка «Краб», которая играла важную роль в новом проекте по строительству серии подводных субмарин. Американская лодка кружила вблизи этой субмарины. В определенный момент акустики «Батон-Руж» потеряли сигнал и прекратили отслеживать местоположение краба, поэтому решили подняться на перископную глубину. Однако оказалось, что они оказались прямо над российской подлодкой, которая совершила аналогичный маневр. Краб был сконструирован для эксплуатации в холодных северных водах под толстым льдом, поэтому ее прочный титановый корпус фактически разрушил американскую подлодку. Единственное спасение для последней состояло в низкой скорости движения краба. Российская субмарина почти не получила повреждений, в то время как американская лодка была практически уничтожена. Катастрофа на реке Святого Лаврентия, Канада. 28 мая 1914 года канадский лайнер Empress of Ireland отправился из порта Квебек в Ливерпуль. На борту находилось 1557 пассажиров и 420 членов экипажа, а также достаточное количество спасательных средств, рассчитанное на всех, учитывая уроки катастрофы «Титаник». В ночь на 29 мая, когда судно приближалось к устью реки Святого Лаврентия, впереди замаячили огни встречного корабля. Это был норвежский пароход «Сторстад», направлявшийся в Монреаль с грузом угля. Капитан «Эмпресс» Генри Кендалл отдал команду повернуть руль вправо, чтобы разойтись с норвежским кораблем левыми бортами. Тем временем начало сгущаться густое облако тумана. Видимость заметно снизилась, и положение судов теперь определялось только по звуковым сигналам. Внезапно «Сторстад» появился из тумана справа от лайнера. Кендалл тут же приказал развернуть руль влево и увеличить обороты двигателя, но было слишком поздно. Усиленный для плавания во льдах,
нос Сторстад протаранил корпус канадского парохода, словно разрезая жестянку. Холодная вода начала проникать внутрь, через образовавшуюся пробоину. Лайнер накренился на правый борт, и открытые вентиляционные люки на нижней палубе заполнились водой. Многие пассажиры и члены экипажа, находившиеся внизу, утонули в течение первой минуты после столкновения. Спустя 17 минут после удара лайнер полностью ушел под воду. Несмотря на четкие действия команды, экипажу удалось спустить на воду всего 6 шлюпок, 2 из которых перевернулись из-за волны, вызванной взрывом паровых котлов. Те, кто оставался в живых, были обречены на мучительную гибель в холодной воде залива, температура которой составляла всего 41 градус по Фаренгейту. Некоторых из оставшихся в живых людей подобрали шлюпки с Штурстад. Когда через четверть часа к месту трагедии прибыл почтовый пакетбот «Леди Эвелин», его экипаж сумел спасти лишь 7 выживших, включая капитана Кендалла. В целом удалось спасти 485 человек. Столкновения морских судов нередко случаются из-за ошибок экипажа, исключая чистую случайность и неблагоприятные метеорологические факторы. Такие инциденты зачастую заканчиваются крупными катастрофами, сопровождаемыми большими человеческими жертвами и разрушениями. Ну, а я, друзья, хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. А на сегодня это все. Спасибо за просмотр.